Привет! Сегодня мы разберем кето-диету. Популярная тема, популярный вопрос, популярный запрос в интернете. Люди хотят снизить вес, хотят быстро снизить вес, но много ли думают о последствиях? Я думаю, нет. Я вам чисто дам общее представление, а вы сами сделаете свои выводы. Учить, я скажу сразу, не буду. Для этого есть специальные каналы. Привет фанатам доктора Берга, его каналу. Ничего против не имею, имеет место быть. Какую-то долю истины он там говорит для общей массы, но продвигает эту тему. Я лишь скажу так, лучшая диета та, которую вы сможете поддерживать всю жизнь. Сегодня мы разберем, что такое кето и сбалансированное питание в сравнении. Да? И вы сделаете свои выводы, где логично, а где нелогично. Но прежде всего помните, вся диета – кратковременная вещь. И когда она заканчивается, люди возвращают все свое обычное, привычное питание и набирают с эффектом йо-йо привычные килограммы или даже больше. Вам такое надо, вам такое не надо. Я думаю, всем хочется комфортно, плавно и навсегда. Вот об этом как раз таки и другая часть видео. Первое. Кето-диета. Она была открыта еще в 1920-х годах для того, чтобы помочь решить вопрос больным с эпилепсией и диабетом второго типа. Да, это такой момент, который помогает, имитировать эффект голодания, если так можно сказать. И каким-то образом это помогает. Когда это идет от врачей, люди у нас инертные, принимают это за то, чтобы, это же врачи сказали, надо использовать. Но не все дают себе отчет о последствиях, которые могут развиться в результате долгосрочной этой диеты. И минусы этой диеты, они очевидны, поскольку мы должны здесь представить вообще для начала основу этого всего. И дальше уже логично выстраивать цепочку, какие все-таки проблемы могут быть. Первое. БЖУ. Какое сочетание нашего рациона, наших приемов пищи при кето-диете? Белки 20 примерно процентов. Это все из открытых источников, в любых справочниках найдете. 70-75% это жиров. Вот как раз таки об этом разговор этой диеты. И углеводов 5-10%. То есть сильно снижена часть по углеводам. И в том числе по белку. Что это означает? Если при сбалансированном питании 30 это белки, 30 это жиры и 40 это углеводы. Углеводы могут быть жирами, чуть-чуть корректироваться, и в том числе с белками. Но нужно понимать, что такое вообще суточная норма белка, суточная норма углеводов и жиров на каждого человека. В принципе, я думаю, с кето-диетой точно так же есть какие-то калькуляторы. Суть не в том. Суть в том, что мы убираем, резко сокращаем основной источник энергии для организма, это углеводы. По-моему, это против природы, вот эти вот махинации, которые мы с организмом, с метаболизмом производим. Я думаю, это логично, что не должно так быть, что мы какой-то нутриент выкинули и давай организм сам там перестраивайся, чтобы я себя прекрасно так же чувствовал и выглядел, и все мне хорошо было, Но есть ряд минусов, когда опять же, логично продолжаем, убираем какой-то основной источник энергии, организму нужно использовать альтернативные. Первый минус будет, это у нас потеря мышечной массы. А где у нас метаболизм, основной обмен веществ? Как раз таки в мышцах, а не в жире. А когда вес снижаете, хочется убрать именно жир, а не потерять мышечной массы. Мышечная масса дефицит – это у нас и плохое самочувствие, это и иммунитет, и многие-многие другие проблемы. Мы говорим про углеводы нормальные, которые на сбалансированном питании мы все используем. Мы не говорим про кока-колу, пирожки, снеки, разные булочки, печеньки, вареньки, сгущенка, сахар. Это не то пальто, как говорят в народе. Это у нас это полезные углеводы, мы об этом речь. Крупы, соответственно, источники клетчатки, овощи, большое количество клетчатки. Опять же, у нас на микробиоте это отражается. Стул, проблемы со стулом, запоры у многих возникают. Плюс функция углеводов, если почитаете вообще, для чего углеводы нужны, вы удивитесь, они даже в свертываемости крови участвуют. То есть и даже в усвоении других макронутриентов и микронутриентов они нужны, и они важны. Поэтому, продолжая логически развивать тему, мы сталкиваемся с большой кучей проблем. Если брать в целом вот так вот подходить к этому вопросу. Поклонники этой темы, конечно, знают всякие лайфхаки, нюансы,
Но это все не то, что, как я говорил, заложено было природой, в принципе. Я думаю, вы со мной здесь согласитесь. То же самое можно сказать и про белок, доля которого сильно снижена. Посмотрите, я сделал отдельное видео по этой теме. Вы узнаете, какие функции белка, сколько его нужно есть, какой белок нужно есть, какой не нужно есть для того, чтобы вес снизить и так далее. Опять же, вернемся к основной части, для чего используют вообще эту диету, кето-диета, для того, чтобы снизить вес. И как раз таки основная проблема может случиться такая, что при снижении большой массы тела вы получите складки, которые вы не уберете потом никаким образом. Только сбалансированное питание при достаточном количестве белка поможет вам в этом вопросе и поможет контролировать аппетит в долгосрочной перспективе без срывов. Когда вы на диете на какой-то, вы всегда готовы сорваться в любой момент. И здесь уже чисто индивидуальные особенности. Ну, единицы могут выдерживать какие-то ограничения. Единицы, не большая часть людей. Поэтому многим это не подойдет 100%. Это чисто мое такое мнение, мой посыл. Вы уже сами решаете. Да, хотите пробуйте, хотите не пробуйте. Но я чисто рекомендую использовать рабочее сбалансированное питание, которое мы поддерживаем всю жизнь, всю, комфортно. Это и сочетание белков, жиров, углеводов, это и режим питания, когда нужно есть, и вечером после 6 тоже нужно есть. Об этом многие почему-то, ну как-то, не знаю, не задумываются, не воспринимают это, думают, это ошибка какая-то, да. Это действительно тема очень важная. Водный баланс на основании всего этого. Ну и какая-то физическая активность, это тоже часть сбалансированного питания. Сон туда же входит. Когда мы на какой-то диете, мы об этом не думаем, как правило. Мы думаем о том, что нам нужно выкинуть из рациона. И про кето-диету здесь, в принципе, уже можно подытожить. Если хотите, загуглите, в Яндексе напишите в любом поисковике, какие нюансы есть, там вопросы для себя какие-то вы хотите выяснить. И уже на основании всего вышесказанного и вот этих вот моментов, которые вы сами наковыряете, сделайте правильные выводы. Если хотите действительно качественно снижать вес, от себя рекомендую сбалансированное питание только так. Или набирать мышечную массу, здесь тоже сбалансированное питание и только так, никакие диеты. И тогда это будет приносить вам лучший результат. Я свое мнение высказал. Если что-то я сказал не так, поправьте меня в комментарии, напишите свое мнение, если вы используете это питание, эту диету, и, возможно, когда вы ее будете заканчивать, и как переходить, и так далее, и так далее. Возможно, кому-то интересно будет. Я чисто рекомендую свои проверенные, эффективные методы. Против природы мы не идем. Мы идем то, что рекомендовано, и то, что логично в принципе. Если вам нужна моя поддержка, мои контакты в описании, не спрашивайте их, пожалуйста, в комментарии, загляните в описание, там все есть, и сайты, и разные мессенджеры, и телефоны есть, пожалуйста, пишите туда. Увидимся в следующих видео. Здоровья вам!